Кашель у грудничка без температуры, насморк, что делать родителям? Кашель у грудничка без температуры, насморк, что делать родителям? Заботьтесь о ребенке, нельзя не столкнуться с проблемами, вызванными различными заболеваниями. Кашель у новорожденного без температуры – довольно частый симптом, лишающий покоя неопытных родителей. Болеющий малыш вида кашля. Кашель – это необходимая организму защитная функция, которая очищает дыхательные пути от всего, что в них попадает вместе с воздухом. Если на слизистой оболочке осел вирус и начинает активно размножаться, с помощью кашля организм будет пытаться его изгнать. Продуктивность этой функции местного иммунитета зависит от того, в каком состоянии пребывают слизистые оболочки дыхательных путей. Если в помещении соблюдается режим прохладного и влажного воздуха, кашель будет влажным. В случае, когда в организме из-за жары и духоты пересыхают стенки трахеи и бронхов, кашель становится сухим, непродуктивным, раздражающим. Причина появления кашля у малыша. Кашель у грудничка без температуры может быть вызван следующими факторами: малыш захлебнулся молоком, что часто бывает при неправильном захвате ореолы соска или резкой струе молока, которое младенец не успевает глотать и захлебывается, вдыхаемый воздух содержит загрязняющее его примеси в виде пыли, дыма, резких запахов, паров, химических средств, в дыхательные пути попали и мелкая деталь игрушки, откусанная. Печенье, собственная слюна. Внимание! Заражение вирусной, бактериальной или грибковой инфекцией чаще всего сопровождается сопутствующими симптомами, такими как насморк, повышение температуры тела, отказ от еды, осиплость голоса, плаксивость. Когда следует обратиться к врачу? Если кашель у младенца без повышения температуры сопровождается проявлением опасных симптомов, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Кашель душит, приступы не прекращаются, у ребенка синеют губы, каждый новый приступ заканчивается рвотой. Родители видят инородный предмет в дыхательных путях, но извлечь его не могут, вместе с кашлем появились покраснение и припухлость век, течение из носа, голос осип. Следует помнить, любое нарушение дыхания ребенка до 3 месяцев должно сопровождаться осмотром педиатра. Удушье, чем опасное осложнение. Всегда лучше провести медицинское обследование, если появился кашель у младенца без температуры, чем лечить его без постановки диагноза. Неоказанная своевременно помощь может привести к осложнениям, самым страшным результатом которых будет остановка дыхания. Осиплый голос говорит о том, что воспаление локализовалось в самом узком месте трахеи, там, где расположены голосовые связки. Если днем у ребенка наблюдается только изменение голоса, то ночью воспаление, скорее всего, усилится, что приведет к еще большему отеку, который перекроет путь воздуху. Ребенок может ночью задохнуться только потому, что осипший голос днем не стал поводом для вызова врача. Медицинские работники, вызванные на начальном этапе воспалительного процесса, дадут ребенку препарат, снимающий отечность и предотвращающий перекрывание просветов гортани. Не только инфекция может стать причиной удушья и воспаления гортани. Респираторная аллергия может вызвать такое раздражение, что мелкие капилляры, устилающие стенки дыхательных путей, расширятся, что непременно приведет к опасной отечности. Когда ребенок дышит пыльным или задымленным воздухом, может развиться бронхоспазм, подобный астматическому приступу, что тоже является опасным осложнением затяжного кашля и грозит удушьем. Как вылечить кашель у ребенка? Доктор высшей категории Комаровский Е.А. убежден, что лечить нужно не кашель, а причину, его вызвавшую. Родители должны понимать, кашель у младенца без повышения температуры может быть инфекционным. Первые 2 дня вполне вероятно нормальное сохранение температуры тела даже при заражении ОРВИ. Поэтому все, что должны сделать родители, обеспечить ребенку режим прохладного и влажного воздуха. Если местному иммунитету крови не мешать, он сам сможет успешно вывести все, что мешает нормальному функционированию органов дыхания. Если малыш подавился, но функция кашля сохраняется, не нужно ему мешать откашливаться, потому как это самый продуктивный способ очищения дыхательных путей. Когда грудничок начинает кашлять без температуры, родители должны ответственно отнестись к состоянию микроклимата в помещении. Если воздух задымлен из-за того, что мама забыла про сковородку на плите или сосед покурил на балконе, необходимо проветрить комнату. Ребенка лучше вывести на прогулку на свежий воздух.
Питьевой режим — второе по степени важности условие, обеспечивающее эффективность кашля — обильное питье. Разумнее с помощью питьевого режима сделать продуктивным кашель у грудничка, особенно когда он без температуры, чем лечить его ненужными лекарствами. Реология мокроты нормализуется, если в организме нет дефицита жидкости и слизистые оболочки не пересыхают. Мокрый кашель эффективно выводит все раздражители, в отличие от сухого, который только дерет горло и не дает спокойно дышать. Питьевая вода. Водные процедуры. Эффективное увлажнение дыхательных путей происходит во время купания в ванне. Если грудничок подкашливает без повышенной температуры, водные процедуры для него не противопоказаны. Появившиеся сопли и усиленный кашель в процессе купания будут говорить о том, что слизь, которая пересохла и скопилась на стенках слизистых оболочек, теперь размякла, набухла и стремится выйти. Не нужно спешить вынимать ребенка из ванны до тех пор, пока приступы кашля не закончатся, а вся скопившаяся слизь не выйдет в том числе из носа в виде сопелек. Ингаляция у грудничков. Каждая здравомыслящая семья должна иметь дома ингалятор. С его помощью можно существенно сократить время лечения и моментально облегчить дыхание маленькому ребенку. Все ингаляторы делятся на 3 типа, в зависимости от размера частиц, которые производят. Дисперсия частиц небулайзеров. При использовании небулайзеров родители могут за считанные минуты доставить лекарственный препарат в место воспаления. Если у ребенка есть предрасположенность к астме, следует выбирать небулайзеры, взбивающие жидкость УАР со средним размером частиц. Для того, чтобы иметь возможность лечить любые заболевания дыхательных путей, независимо от их локализации, лучше выбрать прибор, размер частиц пара, в котором можно настраивать отдельно для каждого случая. В современном мире лечить детей народными методами, основанными на дыхании горячим паром отварного картофеля, недопустимо. Такой пар может серьезно обжечь дыхательные пути, что существенно ухудшит состояние ребенка. К тому же пар из горячей кастрюли состоит из крупных частиц, которые не способны проникнуть дальше полости рта. Он осядет на внутренней поверхности щек и языке, так и не попав в нижний отдел органов дыхания. Прогулки на свежем воздухе. Всемирная организация здравоохранения рекомендует гулять с детьми любого возраста на свежем воздухе не менее 3 часов в сутки. Если есть возможность гулять с грудничком дольше, ее обязательно нужно использовать. Сильный грудной кашель у ребенка без температуры лучше всего лечить именно прогулками. Уличный воздух способствует естественному увлажнению слизистых оболочек носа, горла, бронхов и легких. Как и в случае с купанием, на улице может резко усилиться мокрый кашель. Бояться его не стоит, потому что это засохшая из-за квартирного воздуха слизь смягчилась и готова удалиться из организма. Прогулки важно. До тех пор, пока начавшийся на улице мокрый кашель не прекратится, домой заходить не следует, потому что распухшая на свежем воздухе слизь существенно увеличилась в размерах. Если ребенка вернут в помещение, испуганные внезапными приступами кашля родителей, эта слизь засохнет повторно, только эти корочки уже будут в разы объемнее, что существенно будет затруднять дыхание и значительно повысит риск развития воспаления легких. Профилактика кашля у детей до года. Для того, чтобы у ребенка как можно реже возникал кашель, родители должны делать все возможное для обеспечения комфортных условий для системы дыхания, не курить в помещении, где живет ребенок, и не стоять с коляской возле мест для курения, проветривать квартиру 2-3 раза в день, если позволяет погода, и 1 раз перед сном, независимо от погодных условий, не давать в руки ребенка предметы с мелкими деталями, чтобы исключить попадание инородных тел в дыхательные пути, не кормить грудничков, не имеющих зубов маляров, сыпучими продуктами. Особенно печеньем. 3 часа в день посвящать прогулкам, поддерживать оптимальные параметры воздуха в помещении, где живет ребенок. Влажность 55-70%, температура 18-22 градуса Цельсия. Увлажнение воздуха независимо от того, мокрый кашель у новорожденного или покашливание, без температуры, доктор нужен всегда. Нельзя оставлять без внимания любое нарушение состояния младенца. Даже вирусная инфекция сначала может проявляться умеренно с редким покашливанием, отсутствием температуры. Бдительность и ответственность родителей – залог скорейшего выздоровления и избегания осложнений. Видео